прекрасную неделю перед Рождеством я хочу вас поприветствовать, мои дорогие рукодельницы, мои дорогие мастерицы, на моем YouTube-канале «Свяжу вместе с Ройзмонд Нит». А также хочу поздравить вас с прошедшими новогодними праздниками и пожелать как можно больше исполнения ваших мечт, как можно больше вдохновения, чтобы вы всегда вязали и творили красоту. А я рада представить тренд сезона, шикарную манишку и по совместительству жилет. Почему именно жилет? Потому что наша длина и ширина будет вязаться именно под пояс. Посмотрите, как это смотрится на мне. Также, как смотрится на мне, можно увидеть в шотсах, в рилсах и на фото. Я очень рада, что всем безумно понравился этот вариант изделия. Честно, я тоже от него в восторге. Мне хочется связать его, наверное, еще в 10 разных составах, разных миксах и носить, не снимая, как говорится, менять и создавать красивейшие образы. Потому что, во-первых, это тепло. Во-вторых, это уютно. В-третьих, это красиво и стильно. Ну и самое главное, что все-таки поставим на первое место, это связано с любовью своими руками. Но, естественно, самое главное, это то, что данное изделие можно вязать не только из нашумевшей, да, пряжи, из которой вязала я. Это Газал Мерлин Мерино. Вот как-то вот так вот она, там много этих букв, и аж язык заплетается с произношением. Можно вязать из длинноворсовой эко-норки. Можно вязать из длинноворсового кид-махера. Можно вязать, девчонки спрашивали у меня, из Газал Тедди тоже смело можно вязать. Но самое главное, что я говорила в рилсах и прописывала всегда в тексте в описании под видео, которое никто никогда не читает, почему-то, я не знаю почему, это то, что к данному составу, а именно Мерлин Мерино, всегда нужно добавлять хоть какой-нибудь компаньон. Я сейчас подробно расскажу, какие добавила я. И Газал Тедди также. И Газал Тедди также, да, потому что ниточка очень воздушная, ниточка очень пушистая, и она очень скользкая. Она настолько вот шелковистая, что она просто скользит по спицам. Эффект от нее действительно просто фантастический. Я еще не видела никого, кому она не зашла и не нравится. Я сама в нее влюбилась. Но если не добавлять компаньон, ваше изделие, любое изделие, не только манишка, просто поплывет и станет в 2 раза больше размером. Поверьте, такое нам не нужно. Самое главное и основное, с чего я хочу начать именно данное видео, это то, что анонс по изделию, составам, расходу и инструментам будет объединен вместе с мастер-классом. То есть это одно полноценное видео, потому что, честно, девчонки, здесь нечего вязать на самом деле. Вообще нечего вязать, вяжется элементарно быстро, максимально просто, абсолютно любой новичок справится. Я не вижу смысла просто создавать множество видео. Поэтому все объединяется в одно. Особенно это плюс для тех, кто уже купил пряжу, а таких девушек очень много. Вы уже можете смело приступать к вязанию. По конструкции это реглан погон сверху. Двойная горловина. Именно двойная, девчонки. И именно двойная горловина дает эффект аналога оригинальной норковой манишки, да, то есть из натурального меха норки, которая вот сейчас популярна абсолютно везде. И именно вот эта вот двойная горловина. То есть не просто высокая, которая будет спадать и так далее. Ну и плюс двойной горловины в том, что действительно очень тепло. Она красиво стоит, она объемная. Именно она дает вот этот вот самый эффект этому изделию. Естественно, у нас для идеальной посадки, чтобы нигде ничего не тянуло, не перетягивало, да, у нас классический росток. Что у нас? Широкая линия погона и просто 2 прямоугольника. Ну и что здесь вязать, собственно говоря? 2-3 дня, и она у вас готова. Это вот на полном серьезе, особенно сейчас, новогодние праздники, когда все выходные, все хотят успеть чего-нибудь, да, себе связать новенького. Девчонки, пожалуйста, 2-3 дня. На самом деле, я бы ее связала за 2 дня, но я же загружала мастер-класс кардигана и топа на мой YouTube-канал, поэтому это у меня отняло полноценно целый день, и я закончила только на 3-й день. Как первый, так и второй вариант. Второй вариант я связала уже за 2,5 дня, потому что тоже новогодние праздники. Это я говорю по времени, и в особенности для тех, кто вяжет на заказ, всегда говорю, девчонки, вяжите на заказ, если кому-то срочно что-то нужно где-то закончить заказ и так далее, полноценно 2 дня вы можете связать такую красоту.
Также хочу отметить, что принципиально как манишку я ее носить не буду. Она у меня больше склонна именно к жилету. Вот, прекрасно она просто смотрится под пояс, идеально. У нас здесь опять-таки два прямоугольника. И по бокам у нас нет абсолютно никаких завязок. Ну, они здесь, в принципе, не нужны. Я вообще считаю вот эти вот завязки по бокам, вот эти, знаете, как шнурки, торчащие какие-то нитки непонятные, они только портят изделие. Мне такое не импонирует. Мне импонирует вот такое красивое, стильное. Ну, а пояса, девчонки, они продаются везде. Выбор поясов немерен, очень огромен, и плюс за копейки, они не стоят дорого, они не стоят миллионы. Связали себе 7 разных жилетов из абсолютно разных составов и цветов, подобрали 7 разных поясов, либо даже 3-4 пояса, чтобы они все гармонировали в тон, и, пожалуйста, у вас недельная капсула, самая настоящая. Что по инструментам? Горловина вяжется на спицах номер 4, да, 40 сантиметров. Нам нужно 2 пары спиц. Вторую пару спиц номер 4 можно взять 60 или 80, не принципиально. Это для формирования двойной горловины, то есть для подворота. Это все показано у меня уже в мастер-классе. Немножечко дальше посмотрите. Далее мы переходим на распределительный ряд. Меняем номер спиц на спицу номер 5, 40 сантиметров. Потом меняем их на спицы номер 5, 60 сантиметров, потому что при увеличении количества петель нам должно быть комфортно обязательно. И на этом все, в принципе. Ну, пара лесок можно 60 или 80 сантиметров. Это для того, чтобы удобно было вязать отдельно полочку переда, отдельно полочку спинки. Также хочу отметить важный нюанс. Это то, что края у нас декоративные. Они у нас вяжутся способом айкорд из 3 петель. Первый край и второй. За счет чего у нас ничего не заворачивается. Мы не тратим время, мы ничего дополнительно не обвязываем. Мы край айкорда вяжем сразу. Кстати, я также записывала полезности. Именно по этому краю очень много миллионов просмотров набрало, потому что действительно это достаточно удачный способ. Посмотрите, ничего нигде не заворачивается. Плюс после стирки ВТО мы, естественно, все отпариваем, утюжим и так далее. Низ изделия, край, да, мы тоже закрываем способом айкорд. И вы увидите впервые, как закрывается способом айкорд при поворотном вязании с закруглением вот этих двух уголков, чтобы они были одинаковые. Потому что этого способа вы не увидите нигде. Я до него додумалась сама еще несколько лет назад. Нигде ничего не подворачивается. Очень эстетично и аккуратно. Ну, в принципе, не знаю, я считаю вообще действительно мега шедевральное изделие и максимально простое в исполнении, очень крутое. И, девочки, скажу честно, я, живя в Египте, собираю воистину восхищенные взгляды, потому что люди не могут понять, где я это взяла. Вчера я снимала данный образ, это был, да, такой небольшой шутинг в плюс 24. Я скажу, что мне было более чем комфортно, потому что ветер все равно прохладный. Ну и, в принципе, 24 градуса для тех, кто живет здесь достаточно долгое время, это уже не супер прям жарко. И хожу я так, и комфортно мне, и не жарко. И не могу не сказать, что я очень рада, что женщины и в Хургаде, и в Каире, и в Шарм-эль-Шейхе тоже начинают вязать, покупают мастер-классы и одевают себя сами. Это очень круто, потому что вязание начинает распространяться в Египте с еще большей скоростью. Хотя здесь египтянки и так очень много вяжут, но крючком. А мы вяжем спицами, и им это тоже нравится. Также нам понадобится еще 4 маркера для отделения, да, линии погона. Что еще? Ножницы, трикотажная игла для сшивания вязаных изделий. Это для того, чтобы закрыть последние петли айкорда. Чулочная спица номер 4. Тройку не нужно, 4 достаточно. Край все равно получается плотный, но он получается очень красивый. То есть нет такой, вы знаете, как бамбула внизу и тому подобное. Но не на 5 мы закрываем, на 4. Что еще? Бросовая нить. Дополнительная бросовая нить. Любая нить, которая у вас имеется, только не шерстяная, чтобы легко было ее потом убрать с наборного края. Ну и в принципе на этом все. Что по расходу? Расход действительно просто фантастический. Я прописываю его в описании под видео. Также перевожу его дополнительно на английский язык, потому что много иностранцев смотрят, и они также переводят. И что самое главное, девочки мои любимые, схемы. Схемы я буду вставлять прямо в видео, там будет попетельно-порядово все для каждого размера, большой размерный ряд, и дополнительно схемы будут на английском языке.
И, естественно, в течение нескольких дней я также запишу видео о Газал Мерлин Мерлинос и Газал Тедди, с какими компаньонами можно совмещать, чтобы на выхлопе вы получили действительно красивое стоящее изделие, а не плывущее одеяло. Ну и по поводу того, из чего связаны именно мои два варианта. Кремовый вариант, естественно, Газал Мерлин Мерлинос, вот таком вот молочно-нежно-бежевом цвете. И в подмод я добавила ангору 60% производства Китай. В одну нить Газал Мерлино, в одну нить у меня ангора. Расход просто шедевральный. 700 метров 100 граммов у меня ангора. И эффект такой более-менее пушистый. Естественно, ангора лезет, это мы все прекрасно знаем, поэтому немножко шерсть остается, скрывать не буду, но сам именно Мерлин Мерлинос не лезет абсолютно нигде, потому что этот вариант я вязала с другим компаньоном. Это итальянская частая микропаетка, 100% полиамид, Италия. Девчонки, просто фантастика. Я ее показывала в распаковке пряжи, ссылочку оставляю в описании под видео, там, по-моему, я и артикул говорила, и метраж, потому что сейчас вот здесь у меня не написано, я не вспомню точно. Очень роскошный цвет. Ниточка невероятно мягусенькая, вот честно, конечно, имеет большое отличие от китайской. Я прям вообще... И вот Газал Мерлин Мерлино голубой. Это у меня вот этот вот второй вариант. Вот такой вот очень деликатный блеск, прям вот Снежок. без перебора. Хотя я вообще думала, честно говоря, изначально связать, из королевской пайетки. Хотела Газал вот этому добавить королевскую пайетку, но потом мама говорит, нет, давай вот прям вот идеальная комбо. Я говорю, блин, классно, давай, круто. Но я заметила, у нас там еще много эконорки стоит, а к ней еще китайская, по-моему, золотая частая микропайетка. Поэтому я думаю, что я на одном жилете не остановлюсь, это точно. Ну что, девчонки, по расходу в описании под видео, пожалуйста, слушаем, запоминаем внимательно. Все схемы будут в процессе вязания мастер-класса выведены на экран. Схемы небольшие, очень удобно, можно их и заскриншотить, распечатать, и просто законспектировать. Росток вот это все свяжет любой новичок, вообще любой новичок свяжет эту модель и будет очень счастлив, поверьте мне. А я с вами прощаюсь, до встречи в самом процессе вязания, он идет продолжением в этом видео, ровных петелек, вдохновения. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, комментируйте, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новинки и анонсы новых мастер-классов. И, естественно, делитесь с вяжущей подружкой. Пусть как можно больше людей вяжет эту красоту, потому что вязать здесь, действительно нечего. Это самое элементарное для новичков. И не забывайте, что чем больше вы будете репостить эти видео, тем больше женщин мы спасем от депрессии, потому что вязание – это искусство, а также прекрасное настроение. Ну что, дорогие, ровных петелек? Давайте свяжем вместе. Так, ну что, дорогие мои, приступаем к вязанию этой шикарной манишки и по совместительству жилета. Действительно шикарное изделие, действительно вяжется невероятно быстро. И, как я всегда люблю говорить, в особенности для тех, кто вяжет на заказ, это вообще супер must-have. Девчонки, вяжите, творите красоту, одевайте друзей, родных, близких и не только. Очень прекрасный расход в этом изделии. Изделие называется Gloria Set. Set это в переводе с английского комплект. Почему комплект? Потому что можно носить как манишку под пояс, можно носить как жилет. Я уже в анонсе подробно про него все рассказала, по расходу плотности и так далее. Первый вариант я вязала, из Газал Мерлин Мерлинос в компаньоне с ангорой 60%. Второй вариант я вяжу также из Газал Мерлин Мерлинос. Очень мне нравится эта пряжа, просто кайфую от нее, от этой мякушки. И мне кажется, я готова вязать много разных изделий, потому что она действительно невероятно мягуська и просто шедевральная, и не сыпется так, как классическая, ангора, либо пух норки. Кстати, вместо ангоры многие спрашивали, можно заменять пухом норкой, и не только. Но в компаньон я буду в этот раз добавлять ни ангору, ни меринос, ни какую-либо другую пряжу, ни вискозный люрекс, ни французский хлопок. Я хочу добавить итальянскую частую микропаетку.
Тоже я об этом говорила в анонсе, да. Я также ее показывала в распаковках. Ссылочка в описании под видео. Кто пропускал анонс, также видео, ссылочка в описании под видео, девочки. Там расход, инструменты, материалы и плотность, а также замеры в сантиметрах и так далее. Здесь мы с вами уже исключительно вяжем. У нас большой размерный ряд, и я буду вязать свой размер. Размер 44-46. Безупречный такой нежно-голубой цвет. У меня под образ джинсовые сапоги тоже с камнями, с блеском, то есть вообще просто идеальная комбо. Итак, приступаем с вами к вязанию с горловины. Напоминаю, горловина у нас двойная, тоже просто шикарно. Вообще обожаю такую горловину. Берем круговые спицы номер 4, 40 сантиметров леска. Если кто-то вяжет способом Magic Loop, можете брать леску 80 сантиметров, но здесь, в принципе, количество петель и сама толщина нити такая, что у нас петли не разрываются, да, по длине лески. Понадобится один маркер, ножницы и дополнительная бросовая нить, какую не жалко. У меня вот такой вот обычный хлопочек для открытого набора петель. Можно и просто обычным классическим способом набирать петли, да, потом поднимать за дольки, но слышала много вариантов, что девочки путаются и потом теряют, где какая долька. Поэтому я всегда приверженец именно старого вот этого вот способа. Поэтому берем с вами дополнительную бросовую нить. У нас с вами есть вот такие вот схемки, да. Вот такие вот схемки я вам прикрепляю, чтобы всем удобно было вязать. И по своей схеме я набираю 84 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Пока вот эти вот распределительные ряды ростки вам не нужны, только наборка, которая указана вот здесь вот по количеству петель внутри. У меня это 84 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Цвет голубой у меня, девочки, сейчас скажу, номер 8280. Если кому нужно, скриньте, сохраняйте и так далее. Берем дополнительную бросовую нить и рабочую. У меня рабочая нить это в одну нить Мерлин отказала и в одну нить нашей пайетки, частые микропайетки. Девочки, у меня итальянская, но подойдет и классическая китайская. Разница здесь фактически незаметна, но в мягкости так точно разница есть, потому что итальянская, она более мягкая, более такая приятная. Кому колется микропайетка, сразу говорю, мне ничего не колется. Отмеряем буквально вот такой вот отрезочек. И дополнительную бросовую нить точно так же. Друг к другу вот так вот соединяем. То есть у нас вот 3 нити, да, дополнительная бросовая и основная рабочая. Берем рабочие спицы номер 4 и набираем обычным способом нужное количество петель. У меня это 84 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Первые 2 петли набираю в эти 3 нити. Мы их потом спустим, они фиксируют открытый наборный ряд. Далее меняем расположение нитей. Дополнительную бросовую, вот смотрите, на большой палец, основную рабочую на указательный. Заводим правую рабочую спицу под вот эту вот дополнительную бросовую вовнутрь, да, в центр. Подхватываем основную рабочую, заводим еще раз сформированную петлю и спускаем. У нас полноценно первая петля. Вот эти 2 петли мы не считаем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Шестая, седьмая, восьмая, 9, 10. Я набираю свои 84 петли плюс 1 петля для соединения в круг.
Так, я набрала свои 84 петли плюс 1 петля для соединения в круг. Дополнительную бросовую нить вот это вот обрезаю, оставляю также вот такой вот отрезочек, буквально коротенький. Все, бросовая нить нам не нужна. Теперь соединяем наборный ряд в круг. Первые вот эти вот 2 петли мы спускаем, которые у нас были с добкой набраны, да? Раз и два. Ой, вообще балдею я от этой пряжи. Очень такая мягуська, так ее приятно вязать. Теперь мы же набрали, да, плюс 1 петля для соединения в круг. Теперь замыкаем в круг. Первую петлю с левой спицы, вот здесь отрезки наши придерживаем, переснимаем на правую. Первую петлю с правой спицы накидываем через первую петлю с левой. И хорошенечко вот здесь вот затягиваем. Я, кстати, всегда сразу, независимо открытый набор петель, не открытый, связываю именно основные рабочие вот эти вот нити. Вот такой вот узел, чтобы не растягивалось. Его не видно. Вешаем маркер отметки начала кругового ряда и вяжем высоту горловины лицевой гладью 60 круговых рядов, потому что мы ее будем подгибать, то есть подворачивать, то есть она у нас двойная. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому при круговом вязании провязываю все петли лицевой за переднюю стенку. Нить с подхватом сверху, вот видите, вот сверху. То есть кто-то вяжет восточным, да, вот так, вот я вяжу вот так. Сильно супер прям плотно не вяжите, но и сильно свободно тоже старайтесь регулировать свою плотность, чтобы у вас горловина не была сильно растянута. Вяжем так 60 круговых рядов под любимый сериальчик и встречаемся с вами на формировании подгиба. Так, ну что, дорогие друзья, провязали мы с вами 60 круговых рядов высоты. Вот такая красота получается. Теперь смотрите, я беру круговые спицы. У меня здесь свободная пара лежала, номер 3. Можно четверку, можно тройку. Я сюда на одну спицу надела заглушку. Можно 40 сантиметров, можно с длинной леской. То есть это не принципиально. Разворачиваем вот так. Здесь я пока маркер сниму. Это наш текущий вот ряд круговой, да. Разворачиваем там, где у нас был открытый набор петель. И вот с самой первой петли мы поднимаем за вот эти вот изнаночные дужки, которые хорошо видно, да, вот они. Вот их хорошо видно. Мы поднимаем то количество петель, которые набирали. У меня 84 петли. Вот у меня первая петля, там, где вот отрезок нити. Вторая, третья, четвертая, пятая. Вот видите, шестая. За вот эти вот изнаночные вот дужки хорошо видно. Шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Поднимаем так до конца кругового ряда. Вот так у нас с вами получается. Вот. Я подняла свои 84 петли. И теперь вот эту дополнительную бросовую нить мы вот так вот просто вытягиваем. Смотрим, где она у нас здесь, ее начало. И вот так вот по всей окружности просто ее вытягиваем. Ну, по мере того, какой длины она у вас сейчас будет, да, вы ее просто срезаете. И у нас на спицах только петли наборного вот ряда. Убираем эту доп. Нить до конца кругового ряда. Доп. Нить мы убрали. Теперь вот эту вот спицу, да, на которой мы подняли наши петли, мы выворачиваем, точнее подворачиваем вовнутрь. Вот она у нас. Оп. Вот так вот. Девочки, еще раз, неважно, то ли у вас длинная леска, то ли короткая. Вот этот отрезок нити от наборного ряда тоже уходит у нас вовнутрь. Хорошенечко вот здесь протягиваем петли. Здесь у меня заглушка. Если у вас нет заглушки, можно просто хорошо стянуть спицу. И теперь соединяем наборный ряд с основным рабочим, формируя двойную горловину. Эту спицу я сюда протягиваю, а петли вот так. У нас получится с вами вот такой вот шикарный высокий ворот. Смотрите, у нас
Вторая спица – это наборный ряд, да? Первая спица передняя, которая перед нами, вот это наш текущий основной. Кстати, можно тоже сразу повесить маркер, ну, чтобы не запутаться. Теперь мы первую петлю с первой спицы снимаем, разворачивая. Я разворачиваю, вот так она смотрит левой стенкой. И вторую петлю тоже вот так вот снимаем, разворачивая. Возвращаем их на вторую спицу, вот на вторую, чтобы было удобнее. Провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Снова первую разворачивая, снимаем, вторую разворачивая, снимаем, провязываем лицевой за заднюю стенку. Снимаем, снимаем, провязываем лицевой за заднюю стеночку. Снимаем с первой, снимаем со второй, на вторую возвращаем, провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. То есть соединяем основной ряд с наборным, формируя подгиб, двойную горловину. Вот так у нас с вами получается с изнаночной стороны. Выполняем это действие до конца кругового ряда. Также пересчитывайте все петли, чтобы вы нигде ничего не потеряли. Еще раз показываю. Снимаем первую, вот разворачивая, да, вторую, возвращаем на вторую спицу эти две петли, провязываем вместе лицевой. Почему на вторую? Ну, потому что так удобнее. Вы же не будете их перетягивать со второй спицы, да, на первую. Провязываем, так соединяем до конца кругового ряда. Пересчитывайте все петли. Так, ну что, я соединила. Вот такая красота у нас с вами получилась. Просто невероятная мякушка и роскошество. Шикарная объемная горловина. И теперь мы с вами приступаем к распределительному ряду кокетки, реглан погона, вязанию ростка, длины линии погона и отдельно вязанию переда и спинки. Сразу приготовили спицы круговые номер 5, 40 сантиметров и дополнительно 3 маркера. Так, ну что, дорогие друзья, давайте приступим. У вас есть вот такие вот схемки, небольшие схемки. И этого, в принципе, вполне достаточно. Это и все расчетные схемы, как порядово, так и попетельно. У нас с вами вот такая вот, да, нарисованная схема. Это схема нашей кокетки реглан погона. 84 петли плюс 1 петля. Это у меня была наборка по моему размеру. И 84 петли у меня сейчас все сошлось четко, идеально. У нас с вами вот такое вот обозначение, это отметка начала кругового ряда. Сейчас у нас начало кругового ряда, вот здесь, где маркер есть, там он и остается. У нас с вами две линии погона плечевых, да, то есть левая линия погона и правая линия погона. Начало ряда у нас сейчас начинается от левой линии погона. Каждая линия погона состоит из 8 лицевых петель. Прибавления в реглан погон сверху выполняются в каждом круговом и поворотном ряду при вязании ростка, а также в каждом круговом при уже круговом вязании линии погона, да, до определенного количества круговых рядов, то есть ну, нужную линию погона, да, по плечу. Итак, мы с вами сейчас вяжем распределительный ряд, то есть от маркера начала кругового ряда мы с вами провязываем 8 петель лицевыми линии погона, вешаем следующий маркер, да, вот эти две линии, это отделяющие линии, провязываем нужное количество петель спинки по моему размеру, это 34 петли, вешаем маркер, провязываем 8 петель линии погона, маркер и 34 петли переда. И потом приступаем с вами к вязанию ростка. Мой росток состоит из 8 поворотных рядов плюс 9 круговой соединительный. У меня по 4 точки разворота. Каждая точка разворота находится в каждой второй петле. Точки разворота находятся только по переду. Итак, прибавки мы выполняем вокруг линии погона как в лицевых поворотных, так и в изнаночных поворотных рядах при вязании самого ростка. И потом, когда 9 у меня круговой ряд будет уже соединительный, я перейду на круговое вязание, я буду выполнять в каждом, соответственно, круговом ряду. Прибавки я делаю из протяжек. Вы можете делать любым удобным для вас способом, но из протяжек для меня самый оптимальный, простой, самый любимый, самый красивый и аккуратный. Росток я вяжу только одним способом, это немецкий способ вывернутой петли. Если вы привыкли вязать обвитием, девочки, абсолютно не принципиально, вяжите как вам удобно. Сейчас вяжем распределительный ряд. Взяли дополнительно 3 маркера, взяли круговые спицы номер 5 с леской 4 сантиметра, мы переходим на пятерку. Этот маркер я пока снимаю, у меня все равно вот эта спица правая стягивается. И в любом случае мы возвращаемся к началу кругового ряда. И сейчас мы провязываем первые 8 петель лицевыми.
засуну пока сюда, чтобы не тарахтело. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Я могла бы, у меня спицы съемные, я могла бы сразу, да, пятерку переснять, но будет тяжело, потому что я же провязывала на четверке соединительный ряд. Вешаем маркер, то есть вот эту линию погона мы отделили. Здесь у нас будет маркер отметки начала кругового ряда, когда мы провяжем весь ряд до конца. Далее я провязываю 34 петли лицевыми, это петли спинки. Провязываем их самостоятельно, у вас свое количество петель. Я провязала 34 петли спинки, вешаю маркер, провязываю 8 петель правой линии погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вешаю маркер, то есть правую линию погона мы выделили. И провязываю 34 петли переда до конца, то есть довязываю круговой ряд полноценно, одновременно меняю спицы на пятерку. Так, провязали с вами распределительный ряд, распределили петли. Реглан погон, вешаем маркер отметки начала кругового ряда на левую сейчас рабочую спицу и приступаем к вязанию ростка. Схемы я вывожу вам на экран. Их можно заскринить, можно на весь экран сделать их, да, компьютера или телефона, или планшета, где вы смотрите, заскринить, либо законспектировать, особенно кто смотрит на телевизоре, вообще удобно законспектировать на всем экране. Росток вяжется просто элементарно. Любой новичок его сейчас вяжет. Вяжем вместе. Полностью вяжется очень быстро и легко. Итак, сейчас от маркера начала кругового ряда, да, вот здесь я его сейчас вот так выделю, мы с вами провязываем первый поворотный лицевой ряд до первой точки разворота. При этом выполняем прибавки вокруг линии погона. Девочки, самое главное, вот эти вот плюсики, это прибавки как в лицевых поворотных нечетных рядах, так и в изнаночных четных поворотных рядах при вязании ростка. То есть, если мы вяжем повороткой, да, мы по-любому делаем прибавки как в лицевых, так и в изнаночных рядах. Здесь уже дробь, да, соединительная, это уже круговое вязание, соответственно, в каждом круговом ряду. Смотрите, перед маркером сейчас выполняем первую прибавку, потому что это у нас еще перед. Соответственно, у нас должны равномерно быть прибавки. Поднимаем вот эту вот протяжку, которая соединяет, да, наш любой наш ряд, первую вот эту вот протяжечку поднимаем. Вот так ее с лицевой стороны поднимаем. Переносим на левую спицу, она смотрит слева направо, соответственно, показывает нам, что прибавка с наклоном вправо. Провязываем скрещенной лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Маркер переснимаем, провязываем 8 петель линии погона. Супер свободно, не вяжите, девочки, чтобы она не была у вас рыхлая, дырявая. Она должна быть красивая. Ваша манишка, манишка-жилет. Маркер переснимаем, теперь поднимаем протяжку с изнанки, вот, то есть сзади, да, просто сзади заводим спицу, и вот так прям как подняли, так и переносим на левую спицу, она смотрит справа налево, соответственно, показывает, что прибавка с наклоном влево. Провязываем лицевой скрещенной за заднюю стенку, провязываем петли спинки до следующего маркера, соответственно, до правой линии погона. Дошли до правой линии погона, снова перед маркером у нас прибавка с наклоном вправо. До маркера всегда прибавка с наклоном вправо. После маркера, то есть после линии погона, всегда прибавка с наклоном влево. Провязываем скрещенной лицевой за переднюю стенку. Маркер переснимаем, 8 петель линии погона. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер переснимаем, протяжку поднимаем сзади вот так вот, да, провязываем скрещенной лицевой за заднюю стенку. И так как у нас точки разворота в каждой второй петле, да, мы провязываем следующие 2 петли лицевыми. 1 и 2. Разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд. Здесь я отмечаю, что мы сейчас вывернем петлю в первой точке разворота, а также, что провязала первый поворотный лицевой ряд с прибавками. Последнюю вот эту провязанную петлю переснимаем на правую рабочую спицу, и вот эту рабочую нить, которая перед нами, да, с изнанки выворачиваем на лицевую сторону, и у нас получится двойная петля. Она двойная вот у нас как с изнанки, так и с лицевой стороны. Снова нить перед работой. Вот так вот протягиваем, да, провязываем следующую петлю изнаночной, следующую прибавленную петлю изнаночной и выполняем прибавку. Но прибавки мы должны выполнять точно таким же образом, чтобы на лицевой стороне они все смотрели одинаково. Поэтому мы поднимаем вот эту вот протяжечку, да, сзади.
смотрите, сзади, переносим на левую спицу, она смотрит справа налево, да, то есть перед маркером, но справа налево, это изнаночный ряд. Но мы провязываем скрещенное изнаночное вот за заднюю стенку, заводим правую рабочую спицу за заднюю стенку, это очень важный момент, вот так вот, и нить с подхватом снизу вот так вот провязываем скрещенной изнаночной. Маркер переснимаем, провязываем одну изнаночную и смотрим, почему мы делаем именно так, а не иначе. Смотрите, когда мы делаем, да, прибавки с определенным наклоном, то есть влево или вправо, да, они у нас должны быть влево, либо вправо. У нас сейчас вот после маркера на лицевой стороне вторая прибавка смотрит правильно, то есть с наклоном влево, да. Точно так же сейчас будет смотреться до маркера с наклоном вправо. Провязываем петли изнаночными. Если вы провяжете ее немножко по-другому, она у вас будет смотреть вправо, а не влево. И тогда у вас будут прибавки смотреть куда-нибудь. Маркер переснимаем. Теперь наоборот, с лицевой стороны поднимаем. Она смотрит слева направо, но мы делаем прибавку, да, с наклоном влево. То есть мы ее провязываем изнаночной скрещенной за переднюю стенку. Провязываем следующую прибавленную петлю изнаночной. Разворачиваемся и видим, что у нас прибавка смотрит с наклоном вправо на лицевой стороне. Вот и все, это просто элементарно. Провязываем петли изнаночными до линии погона. Дошли до левой линии погона, снова поднимаем протяжку. Она смотрит слева направо, ой, с лицевой стороны она смотрит справа налево. Но мы провязываем за заднюю стенку скрещенной изнаночной петлей нить с подхватом снизу. Маркер переснимаем, провязываем петли изнаночными, петли линии погона до маркера начала ряда. Да, именно с такой высотой горловины немножко неудобно вязать росток, потому что сама горловина у нас высокая. Но росток у нас небольшой. Теперь поднимаем протяжку. Она смотрит слева направо, но мы провязываем скрещенной изнаночной за переднюю стеночку. И провязываем предыдущую прибавленную изнаночную петлю, потому что мы же начинали ряд с прибавки. И только теперь провязываем следующие 2 изнаночные петли. Разворачиваемся, последнюю петлю выворачиваем, переснимаем на правую рабочую спицу и с изнаночного ряда, да, вот рабочей нитью выворачиваем на лицо, на лицевую сторону. Она у нас вот двойная с изнанки, двойная с лицевой стороны. Провязываем следующую петлю лицевой и отмечаем у себя, что вывернули петлю в первой точке разворота по левой линии погона. Провязали второй поворотный изнаночный ряд с прибавками. Теперь с этой точки разворота мы вяжем до второй точки разворота правой линии погона. При этом провязываем вывернутую петлю предыдущую и одновременно выполняем прибавки. Еще раз сейчас показываю прибавку в лицевом ряду и встречаюсь с вами уже после маркера правой линии погона по переду. Одна лицевая, да. Протяжку с лицевой стороны поднимаем. Вот видите, у нас теперь прибавки смотрят равномерно и в одну сторону. Протяжку поднимаем, смотрит слева направо, провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо. Маркер переснимаем, 8 петель линии погона. Провязываем лицевыми. Маркер переснимаем, протяжку поднимаем, смотрит справа налево, провязываем скрещенной лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Вяжем петли спинки, выполняем прибавки по правой линии погона, встречаемся после маркера, как выполните прибавку по правой линии погона. Дошли до правой линии погона, я выполнила прибавку, провязываю 2 лицевые петли, то есть предыдущие, да, прибавки. И вот у меня 2 лицевые петли, одна из них вывернутая. Первую лицевую провязываю лицевой, а вот эту вывернутую вот так подтягиваем, она у нас двойная, слева направо заводим правую рабочую спицу, за 2 стеночки, за 2 передние стеночки провязываем лицевой. Провязываем следующие 2 петли лицевыми. Разворачиваемся на изнаночный ряд, последнюю петлю выворачиваем с изнанки на лицо. Вот так элементарно вяжется росток. Как в реглан погон, так и в реглан сверху. Следующую петлю провязываем изнаночной. Отмечаем у себя, что провязали 3-й поворотный лицевой ряд с прибавками и вывернули петлю во второй точке разворота правой линии погона. С этой точки разворота вяжем до второй точки разворота левой линии погона. Последний раз показываю, как в изнанке делать прибавки. Вяжем
до левой линии погона самостоятельно. Поднимаем протяжку, да, нас смотрит справа налево, но мы провязываем скрещенной изнаночной, низ подхватом сверху за заднюю стенку. Маркер переснимаем, 8 петель линии погона изнаночными. Не забывайте, что прибавки у нас не внутри линии погона, а до и после линии погона, чтобы вы не запутались. Маркер переснимаем, протяжку поднимаем, смотрит слева направо, провязываем скрещенной изнаночной за переднюю стенку. Встречаемся с вами, как выполните прибавку на левой линии погона, то есть после маркера начала ряда. Я выполнила прибавку и провязываю изнаночные петли до вывернутой петли. Ее хорошо видно. Провязываю предыдущие изнаночные прибавленные петли. И вот у нас 2 изнаночные, первая и вторая, вот она у нас двойная. Заводим за 2 правые, за 2 задние, вернее, стеночки, вот они, и провязываем низ подхватом снизу скрещенной изнаночной петлей. Провязываем следующие 2 изнаночные петли, 1 и 2. Разворачиваемся на лицевой ряд, последнюю петлю переснимаем, выворачиваем с изнанки на лицо. Провязываем 1 петлю лицевой. Отмечаем, что провязали 4-й поворотный изнаночный ряд, с прибавкой выполнили разворот во второй точке разворота левой линии погона. Теперь с этой точки разворота вяжем до 3-й точки разворота правой линии погона, при этом выполняем прибавки вокруг линии погона и провязываем предыдущую петлю во второй точке разворота. То есть мы вяжем туда-сюда, туда-сюда. Как делать прибавки вы уже знаете. Встречаемся с вами, девочки, на вывернутой петле. Вы ее увидите, ее хорошо видно, вот она двойная. То есть после правой линии погона выполняете прибавку, провязываете несколько ваших петель лицевыми и встречаемся на вывернутой петле. Так, выполнили прибавки вокруг правой линии погона, да, дошли до вывернутой петли, провязываем за 2 передние стенки лицевой. Провязываем следующие 2 лицевые петли. Разворачиваемся, последнюю петлю переснимаем, на правую рабочую спицу выворачиваем. Провязываем 1 петлю изнаночной. Отмечаем, что вывернули петлю в 3-й точке разворота правой линии погона, провязали 5-й поворотный лицевой ряд. Теперь с этой точки разворота вяжем до 3-й точки разворота левой линии погона. Выполняем прибавки, девочки, не забываем в изнаночных поворотных рядах. Встречаемся с вами на левой линии погона после маркера начала ряда на вывернутой изнаночной петле. Вы ее увидите, она двойная. Дошли до вывернутой изнаночной петли, провязываем за 2 задние стеночки изнаночной скрещенной нить с подхватом вот снизу. Тогда она ровно красиво ложится. Провязываем следующие 2 петли изнаночными. Разворачиваемся. Последнюю петлю переснимаем, не провязывая, выворачиваем с изнанки на лицо. Провязываем 1 петлю лицевой. Убираем, отмечаем, что вывернули петлю в 3-й точке разворота, провязали 6-й поворотный изнаночный ряд с прибавками. Теперь с этой точки разворота мы вяжем до последней точки разворота правой линии погона. Как выполнять прибавки в лицевых поворотных рядах, вы уже знаете. Кстати, точно так же мы будем выполнять прибавки по кругу. Встречаемся с вами на вывернутой петле правой линии погона. То есть, да, вы делаете прибавку после линии погона, до и после провязываете лицевыми до вывернутой петли. Встречаемся именно на вывернутой петле. Вот она двойная, ее хорошо видно. Итак, дошли до вывернутой петли, провязываем за 2 передние стенки лицевой, провязываем следующие 2 петли лицевыми. Разворачиваемся, последнюю петлю переснимаем, выворачиваем, провязываем следующую петлю изнаночной. Отмечаем, что вывернули петлю в последней точке разворота правой линии погона, провязали 7-й поворотный лицевой ряд с прибавкой. Теперь с этой точки вяжем до последней точки разворота левой линии погона. И на этом наш с вами росток будет закончен. Как вязать и выполнять прибавки в изнаночном поворотном ряду вы знаете. Встречаемся с вами на левой линии погона на изнаночной вывернутой петле, то есть, да, после маркера начала ряда. Дошли до изнаночной вывернутой петли, провязываем за 2 задние стенки нить с подхватом снизу скрещенной изнаночной петлей. Провязываем последние 2 изнаночные петли. Первая и вторая. Разворачиваемся на лицевой поворотный ряд. Последнюю петлю переснимаем, не провязывая, и выворачиваем.
Одну петлю провязываем лицевой, отмечаем у себя, что мы провязали 8 поворотный изнаночный ряд с прибавками и вывернули петлю в последней точке разворота левой линии погона. Теперь с этой точки разворота мы вяжем до последней точки разворота правой линии погона, мы провязываем вывернутую петлю, провязываем вот эти вот незадействованные петли переда, которые у нас не были в работе, да, то есть вот этот вот отрезок. Провязываем вывернутую петлю левой линии погона, которую только что вывернули, и доходим до маркера начала кругового ряда. Это у нас соединительный круговой ряд, то есть переходим на круговое вязание. Как делать прибавки вокруг линии погона, вы знаете. Встречаемся с вами на вывернутой петле именно правой линии погона. Дошли до вывернутой петли правой линии погона, провязываем за 2 передние стенки лицевой, провязываем оставшиеся незадействованные петли переда, которые не были в работе, доходим до вывернутой петли левой линии погона, которую выворачивали, да, в начале ряда, последнюю точку разворота. Вы ее сейчас увидите, она двойная, девчонки. Доходим. И ее мы провязываем не за 2 передние стенки лицевой, а за 2 задние стенки лицевой. Таким образом у нас здесь не будет дырочки. И довязываем ряд до конца, до маркера начала кругового ряда. Мы с вами перешли на круговое вязание кокетки реглан погона. Далее вяжем по кругу то количество круговых рядов, которое указано у вас на схеме. Выполняем прибавки вокруг линии погона в каждом круговом ряду. У вас это тоже указано на схемах. Вот я сейчас 9 провязала, да, отмечаю. И у меня 10 круговой ряд. Я начинаю сразу выполнять прибавку перед маркером. Прибавки выполняем точно так же, как в лицевых поворотных рядах, только лицевыми скрещенными петлями. Да, вот у нас линия погона, у меня начался 10 круговой ряд, уже полноценный круговой. После маркера я выполняю прибавку, поднимаясь наклоном влево, скрещенной лицевой. И встречаемся с вами на разделении. Я с вами встречаюсь в своем последнем 20 круговом ряду, и он у меня тоже с прибавками. Последний круговой ряд тоже с прибавками. Вяжем самостоятельно, встречаемся с вами на разделении. Так, ну что, дорогие мои, мы с вами провязали свое количество рядов длины реглана, да, линии погона точнее. И теперь приступаем к разделению и вязанию отдельно полочки перед, отдельно полочки спинки. У меня по 74 петли перед спинка и по 8 петель линия погона. Смотрите, маркер отметки начала кругового ряда я снимаю и провязываю сейчас 4 петли линии погона. То есть я их забираю вперед. Ничего вот здесь вот не перекрещиваем. Теперь берем дополнительную пару спиц. У меня спица съемная, поэтому я вот здесь сейчас эту спицу снимаю, а сюда прикрепляю заглушку. Первой мы будем вязать с вами полочку спинки. Хотите, можете разворачиваться, вязать полочку переда первой. Вообще не принципиально и в принципе больше ничего. Я беру дополнительно леску 60 сантиметров. Сейчас к ней прикрепляю эту спицу, да, номер 5. На вторую пока, на второй конец лески пока прикреплю тоже заглушку. На нее буду провязывать петли спинки. То есть петли линии погона мы делим напополам и забираем вперед и спинку, да. С левой линии погона сейчас 4 петли уходит вперед, 4 петли уходит в спинку. И по правой точно так же. Но края у нас формируются кромочными, не просто кромочными, да, а айкордом из 3 петель, для того, чтобы наш край не заворачивался. Каким образом? В лицевых поворотных рядах мы всегда провязываем первые 3 петли в начале поворотного ряда и последние 3 петли в конце поворотного ряда лицевыми, а в изнаночных поворотных рядах переснимаем их, не провязывая нить перед работой. Сейчас начинается полноценно первый поворотный ряд вязания нашей спинки. У нас здесь 4, да, петли. Так как линия погона из 8 петель делим на 2, я просто сразу маркером отделяю вот эту вот последнюю 4 петлю. Вот так вот отделяю маркером, да, забираю ее
полочку. Эти 3 петли формирую айкорд. Но провязываю, естественно, их сейчас лицевыми, потому что в лицевых рядах мы их провязываем лицевыми. Маркер переснимаю. Эти маркеры я оставляю для того, чтобы просто отделять себе петли айкорда. То есть 3 петли в начале, 3 петли в конце поворотного ряда у нас будут служить нам айкордом по краю. Провязываем сейчас только петли спинки до маркера правой линии погона. Дошли до правой линии погона, маркер пока сниму, провязываю из 4 петель линии погона. Да, она у нас из 8 петель, но мы же забираем 4. Я провязываю первую вот эту лицевую петлю и отделяю после нее маркером следующие 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Все, здесь у меня остается 4 петли, которые потом идут вперед. Здесь я маркер тоже сейчас, спицу сниму, отделю и прикреплю сюда заглушку. Все, мы с вами отделили перед от спинки, разворачиваемся и вяжем поворотными рядами. То есть в лицевых рядах петли лицевые, в изнаночных изнаночная. Еще раз, у нас 3 петли в начале, в конце поворотного ряда, это кромка айкордом. Снимаем в начале поворотного ряда изнаночного. Эти 3 изнаночные петли, нить перед работой. Первая, вторая, третья. Маркер переснимаем, сильно вот так не затягиваем и провязываем все петли изнаночными до конца поворотного ряда. Дошли до конца ряда, маркер переснимаем, 3 петли, не провязываем кромка до айкорда, нить перед работой. Просто переснимаем. 1, 2, 3. Второй поворотный изнаночный ряд спинки провязали, разворачиваемся, вяжем 3-й поворотный лицевой ряд и провязываем 3 петли кромки айкорда лицевыми. 1, 2 и 3. Маркер переснимаем, провязываем петли спинки. То есть в лицевых поворотных рядах петли кромки айкорда мы провязываем лицевыми, в изнаночных поворотных рядах не провязываем, переснимаем нить перед работой. Это 3-й поворотный лицевой ряд спинки. Длина как спинки, так и переда у меня одинаковая, составляет 124 поворотных ряда, 124 изнаночный поворотный ряд последний. Вы же по желанию можете сделать спинку чуть длиннее, чем переда, ну или также вязать одинаково, но обязательно в процессе вязания примеряйте на себя и регулируйте свою желаемую длину, потому что рост у всех индивидуальный. Я специально делала подлиннее для того, чтобы было с напуском под пояс, а не просто короткая. Вяжем так до конца желаемой длины изделия. У меня это 124 поворотный изнаночный ряд. И я с вами встречаюсь на закрытии петель. Также, девочки, важный момент, когда у нас заканчивается, да, моточек, я оставляю вот такой вот длинный отрезок, ну, до 10-12 сантиметров. Беру новый моток, я не связываю, чтобы не было узлов, потому что ниточка пушистая, да, она толстенькая. Я ее соединяю немножечко по-другому. Тоже здесь отмеряю вот такой вот отрезочек и просто их вот так вот переплетаю. Смотрите, вот этот вот отрезок, он у меня от нового мотка сейчас, а этот предыдущего. И я их вот так вот соединяю как бы и провязываю, просто ввязываю в текущий ряд. За счет того, что ниточка пушистая, воздушная, этого не видно. То есть я не завязываю, узлы не делаю. Просто ввязываю в текущий ряд эти отрезки. И точно так же при круговом вязании, да. Довязываю ряд до конца и в лицевом поворотном ряду вот этот вот отрезок ввязываю в обратную сторону в лицевой. Этого не будет видно, потому что опять-таки ниточка пушистая, воздушная. И ничего здесь не расслаивается, ничего после стирки ВТО вылазить тоже не будет.
Так, ну что, дорогие мои, провязали желаемую длину изделия. У меня это 124 поворотных ряда. 124 изнаночный поворотный ряд был последним. Я беру чулочную спицу номер 4, то есть на размер меньше, чем пятерка. И мы приступаем к закрытию петель способом айкорд, чтобы это было красиво, аккуратно, и по низу была красиво одинаковая окантовка. То есть если у нас кромка айкордом в начале и в конце поворотного ряда, то и закрывать, соответственно, тоже лучше, естественно, айкордом. Вот наша рабочая нить. Провязываем первые 2 петли лицевыми, то есть кромочную, да, как бы и первую, вторую. И вот у нас третья, маркер убираем, третью петлю возвращаем на левую спицу, мы провязываем вместе с петлей ряда лицевой за заднюю стенку, то есть закрываем. Возвращаем эти 3 петли на левую спицу. Снова первые 2 петли провязываем лицевыми за передние стенки, именно за передние. Третью петлю с петлей ряда провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Возвращаем эти 3 петли на левую спицу. Снова 2 лицевые. Первые за передние стенки провязываем лицевыми, третью петлю с петлей ряда провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. И закрываем так до конца. Когда у вас в конце останется вот эти 3 петли, да, косички айкорда, и останется 3 петли кромки в конце поворотного ряда, мы с вами встречаемся, потому что будем соединять бесшовно методом петля в петлю. Там мы эти петли не закрываем, а соединяем. Закрываем так сейчас до конца ряда, не закрывая последние 3 петли кромки в конце поворотного ряда. Вот так у нас с вами получается красивая такая вот косичка. Так, друзья, ну что, закрыли с вами петли. У нас остается 3 петли айкорда, да, косички айкорда, которые мы вот закрывали, и 3 петли кромки. Мы вот так вот с вами сейчас это все соединим. Смотрите, ниточку, ну буквально приблизительно вот столько вот оставляем, не очень длинную, не нужна нам очень длинная на 3 петли, и вводим ее в иглу. Когда ниточка пушистая, я всегда ее накидываю на иглу, ну или толстая нить. Спускаю вот так вот и завожу в ушко. Так, теперь смотрите. Вот у нас рабочая нить, да, от последних 3 петель. На этой спице у нас кромка айкорда. И сейчас мы с вами соединим 3 петли с 3 петлями, да. Вот так вот. Друг к другу. Смотрите, девочки, изнанка к изнанке, да. Заводим иглу в первую вот эту вот петлю кромки айкорда, не косички, которые закрывали, а именно кромки, да, вот, которая на спице осталась. И заводим еще раз петлю, которая на чулочной спице, которые закрывали. Эту первую петлю мы спускаем вот так вот, заводим в нее и тоже ее спускаем. Еще раз подтягиваем, вот так еще раз заводим в левую стеночку. Вот левая стеночка, ниточка пушистая, но, надеюсь, понимаете. Вот левая стеночка снятой петли кромки айкорда сверху вниз, и в правую стенку на спице кромки айкорда во вторую петлю снизу вверх протягиваем рабочую нить, спускаем эту петлю, заводим нашей иглой, вот она петля, ее вот даже здесь вот ее хорошо видно, сверху вниз в левую стенку, которые закрывали петли, и снизу вверх в правую изнаночную стенку петли на второй спице, на чулочной, спускаем. Снова заводим в левую стеночку снятой петли кромки сверху вниз, снизу вверх в последнюю петлю кромки. Снова заводим в левую стеночку снятой петли с чулочной спицы и в правую изнаночную стенку точно так же. Протягиваем. И еще раз заводим в снятую
петлю в левую стеночку нашей кромки, чтобы окончательно соединить. Теперь вот эту нить просто прячем в изнанку. Я прячу прям вот в косичку айкорда. Смотрите, у нас с вами получилось, как при закрытии такой красивый, да, закругленный край, мы видим, он красивый, закругленный, то в начале закрытия, в начале ряда точно так же вот и в конце закругленный красивый край. То есть вообще полное идеальное, да, соединение. Я нигде этот способ не подсматривала, я его додумалась до него сама еще несколько лет назад в другом изделии, потому что думала, как бы так красиво соединить. Вот тренировалась, тренировалась, и в итоге вот так вот получилось. Все, ниточку прячем и приступаем к вязанию переда. Полочку переда мы вяжем точно так же, как и полочку спинки. Я с вами начну сейчас, и далее вы продолжаете уже самостоятельно. Что, приступаем с вами к вязанию переда. Наш уже последний этап, как я и говорила, вяжется очень быстро. Берем рабочую нить, оставляем приблизительно вот до 10-15 сантиметров отрезок. У меня спицы съемные, я уже на леску переда присоединила спицы номер 5. Берем 2 маркера, чтобы выделить кромки айкорда. И от начала поворотного лицевого ряда, то есть от правой стороны, да, приступаем полноценно к вязанию переда. Вяжем все точно так же. Здесь у меня даже есть маркер, мне только сюда в конец ряда нужен. Приступаем к вязанию точно так же, как и спинки. Нить вот так вот я с отрезком просто присоединяю, вот так вот, да, провязываю первые 3 петли лицевыми. Это 3 петли кромки айкорда. Потом я эту нить просто аккуратно свяжу. Первые 3 петли, 4-ю петлю переношу полноценно за маркер. И вяжем поворотными рядами полностью точно так же, как и спинку. У меня это первый поворотный лицевой ряд. Мне нужно провязать 124 петли, закрываем точно так же, как и по спинке, и отправляем изделие в стирку. И на этом все вот так легко и элементарно. А на выхлопе мы получаем очень красивое, уютное, теплое, стильное, модное изделие. А самое главное, своими руками. Вяжем как спинку, закрываем петли как по спинке и отправляем в стирку.